Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Сегодня вместе с вами свяжем вот такие красивые мотивы, цветки. Такие цветки я использую как мини-салфетки, подстаканники. Они отлично подходят для украшения при сервировке стола, красиво смотрятся. Можно использовать как подстаканники под стакан с соком или под чашку с чаем. Для вязания цветков я использую вот такую красивую пряжу. Это полиэфирный шнур толщиной 2 миллиметра. Фирма Янард Макраме. Моточек 90 грамм, в нем 130 метров. Это стопроцентный полиэфир. Шнур вот такой гладкий, блестящий. И красивые оттенки. Это молочный цвет, по-моему, 137 номер. И золотистый цвет 155 номер. Можно выбрать любые цветовые сочетания и по-разному использовать цвета. Можно даже связать разноцветные цветки. Так будет ярко, красиво и интересно. Также, конечно, для вязания таких мотивов цветков подойдет любой мерсеризованный хлопок. Главное, чтобы ниточка была средней толщины, либо используйте нить в 2 сложения, чтобы у вас мотивы получились достаточного размера. Данные мотивы у меня по размеру примерно 10 сантиметров в ширину. Для вязания я использовала крючок номер 3,5. Также для вязания мотивов, чтобы закрепить кончики, я использую вот такой вот прозрачный жидкий суперклей. Буквально за секунду он схватывается. Этот клей необходим, чтобы заклеить кончики шнура, иначе он распускается. Ну и, конечно же, при закреплении хвостиков на изнанке тоже этот клей очень хорошо помогает закрепить кончики. Итак, я приступаю к вязанию и вначале использую шнур золотистого цвета. Делаю на указательном пальце вот такую петлю, как кольцо, и далее через центр вот этого кольца начального протягиваю рабочую нить от клубка и далее провязываю первую воздушную петельку. Далее еще провязываю 2 воздушных петельки. 3 воздушные петли будут вместо первого столбика с одним накидом. Делаю на крючок накид, ввожу крючок в кольцо и провязываю столбик с одним накидом. И повторяю накид, ввожу крючок в кольцо и следующий столбик с одним накидом. Всего из начального кольца нужно провязать 14 столбиков с одним накидом. Если считать 3 воздушные петли за еще один столбик, то получается у нас первый ряд будет состоять из 15 столбиков с одним накидом. Итак, я провязала 14 столбиков с одним накидом. Теперь захватываем кончик нити и затягиваем начальное кольцо как можно туже, чтобы в центре было минимальное отверстие. Теперь обрезаю нить, так как начальный кружок мы связали из столбиков. И отрезок нити протягиваю сквозь последнюю петельку в вершину столбика. Далее, чтобы завершить ряд, через первые 2 полупетельки протягиваю кончик нити на лицевую сторону. Теперь с изнанки немножко подтягиваем нить и вводим крючок под последними полупетельками вот в ниточку, которая горизонтальная под полупетельками, и в центр последней петли. Захватываем отрезок нити и протягиваем наизнанку. Далее еще ниже сквозь полупетельку протягиваю кончик нити. И теперь здесь можно сделать узелок. Я делаю одинарный узелок и этот узелок заклеиваю клеем. Клей прозрачный, быстро схватывается, и буквально маленькая капелька необходима, чтобы заклеить шнур. И этот шнурок, этот узелок не будет распускаться, и можно коротко-коротко обрезать
ниточки. И все, начальный кружок цветка готов. Далее продолжаем вязание. Начальный кружок из 15 столбиков связан. Далее я беру нить молочного цвета, и можно эту нить присоединять в любом месте. А вначале ввожу крючок вот за 2 полупетельки, вытягиваю петельку на лицевую сторону, подхватываю нить от клубка и провязываю первую воздушную петлю. Хвостик буду протягивать вдоль вязания и обвязывать его в процессе вязания второго ряда. Набираю еще 2 воздушные петли и из той же точки провязываю еще столбик с одним накидом, обвязываю кончик нити, и во втором ряду из каждой петли начального кружка необходимо провязать 2 столбика с одним накидом. Итого, если считать 3 петли подъема за столбик, получится во втором ряду будет связано 30 столбиков с накидом. Заканчиваю вязать второй ряд, провязав, получается, 29 столбик с одним накидом. Далее завершаю второй ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема и начинаю вязать третий ряд. В третьем ряду начинаем вывязывать лепестки цветка. По сути, у нас во втором ряду провязано 30 петель, и теперь, разделив, нам нужно связать 5 лепестков, 30 на 5, получается на 6 петлях мы будем вязать один лепесток. Далее начинаем вязать с одной воздушной петли. В первую же, в эту же петельку провязываю столбик без накида. Во вторую петельку провязываю полустолбик. На третьей петельке вяжу 2 столбика с одним накидом. На четвертой петельке вновь вяжу 2 столбика с одним накидом. На пятой петле вяжу столбик с одним накидом и полустолбик. Захватываем рабочую нить и провязываем вместе сразу накид и вершину столбика. И на шестой петельке провязываем столбик без накида. Итого у нас первый лепесток состоит из 9 столбиков. И повторяем. Далее на первой петельке столбик без накида, на второй полустолбик, на третьей вяжем 2 столбика с одним накидом, на четвертой вновь 2 столбика с одним накидом, на пятой столбик с одним накидом и полустолбик, на шестой столбик без накида. Итого еще вяжем 3 лепестка точно так же. Закончила вязать третий ряд. На последней петле провязала столбик без накида. Это последний столбик 5-го лепестка. И начинаю вязать четвертый ряд. Заканчиваю третий ряд соединительным столбиком вот в первую петлю подъема. Четвертый ряд начинаю с одной воздушной петли. А в третьем ряду каждый лепесток у нас состоит из 9 столбиков. В четвертом ряду каждый лепесток будет состоять из 12 столбиков. То есть на каждом лепестке мы будем делать прибавку. На первой петле на вершине столбика без накида провязываем столбик без накида. Далее на следующей петле на полустолбике провязываем полустолбик. Далее идет первый столбик с одним накидом предыдущего ряда. На третьей, получается, петле провязываем 2 столбика с одним накидом. То есть делаем прибавку. На четвертой петле провязываем 1 столбик с накидом. На пятой петле провязываем опять 2 столбика с одним накидом. И второй столбик из этой же петли.
Далее на 6 петле лепестка провязываем 1 столбик с одним накидом. На 7 петле вновь 2 столбика с одним накидом. И остается 8 9 петелька. На 8 вяжем полустолбик. И на 9 на вершине столбика без накида провязываем столбик без накида. Провязав первый лепесток, далее над вторым повторяем те же самые действия. Столбик без накида на первой петле, полустолбик на второй петле. Далее на третьей 2 столбика с одним накидом. На четвертой 1 столбик с накидом. На пятой 2 столбика с одним накидом. На шестой 1 столбик с накидом. На седьмой 2 столбика с одним накидом. На 8 полустолбик. И на 9 столбик без накида. И получается, мы провязали 12 столбиков на 9 петлях предыдущего ряда. Заканчиваю вязать 4-й ряд и обрезаю нить. Теперь нам необходимо завершить вязание так, чтобы сверху не было заметно начало и завершение ряда. Вытягиваю отрезок нити сквозь последнюю петельку. Теперь, чтобы сверху не было заметно начало и завершение ряда, этот отрезок необходимо протянуть сквозь 2 полупетельки первой петли на лицевую сторону и теперь на изнанку, но вначале вводим крючок вот под последней петлей за перемычку горизонтальную и в центр последней петли. Захватываем отрезок нити и протягиваем сквозь эти полупетельки ниточку на изнанку. Вытягиваем так, чтобы у нас вот эти верхние полупетельки были той же длины, что и остальные петельки. Здесь можно закрепить узелком на изнанке. Далее я клеем подклеиваю этот узелок, чтобы он не распускался, так как шнур шелковый. И коротко обрезаю хвостик. И вот это место будет абсолютно незаметно. Теперь остается только сделать красивую обвязку контура цветка. Для обвязки цветка я беру золотистый шнур. И теперь смотрите, вводим, присоединяем нить. Вот здесь вот самая нижняя точка между лепестками, 2 столбика провязано. Но мы вводим крючок вот где полустолбик за вторую полупетельку. Захватываем ниточку, вытягиваем на лицевую сторону петельку. Здесь немножко придерживаем, чтобы петелька не была слишком свободной. И следующую полупетельку по ряду вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Далее, получается, мы дошли до самой нижней точки, вот между столбиками без накида. Вводим крючок на 2 ряда ниже, вот между полустолбиками второго ряда. Вводим крючок, захватываем рабочую нить и вытягиваем ее до верхнего ряда. И при провязывании столбика вводим крючок за следующую полупетельку. И теперь провязываем все петли с крючка. И получается, мы провязали вот такую вот вытянутую петельку. Далее вводим крючок за вторые полупетельки. И по лепестку по верхней части провязываем соединительные столбики. После длинной петельки необходимо провязать 11 соединительных столбиков, чтобы довязать до второго края лепестка, и там мы тоже будем вытягивать из нижнего ряда длинную ниточку.
Итак, довязав вот до первого, на первом столбике без накида провязываем соединительный столбик. И теперь вот здесь была вытянута ниточка. Отсчитываем столбики второго ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И за шестым столбиком получается вводим крючок, вытягиваем длинную петельку до верхнего края, вводим крючок за вторую полупетельку следующего столбика и провязываем соединительный столбик. И далее соединительные столбики вяжем по второму лепестку цветка. Чтобы незаметно завершить ряд петелек обвязки, провязываем соединительный столбик вот из последней петельки. Далее обрезаю нить, оставляя короткий отрезок. Сквозь последнюю петельку вытягиваю этот отрезок. Теперь протягиваю сквозь первые две полупетельки первого столбика отрезок на лицевую сторону. И теперь так же, как и в прошлый раз, наизнанку, но необходимо ввести крючок вот за вот ниточку ниже, затем в центр последней петли. Так, вот она, последняя петелька. Захватываем отрезок и протягиваем ниточку наизнанку. И теперь смотрим, чтобы у нас петельки были все одинакового размера. Теперь можно вот два отрезка завязать одинарным узелком, заклеить клеем и затем коротко обрезать. И тогда у нас на изнанке не будет хвостиков, крупных узелков, и с изнанки салфеточка тоже будет смотреться аккуратно. Немножко отпарим салфетку, чтобы придать ей правильную форму.